Приветствую, дорогие друзья! И сегодня у меня на канале уже многим известный гость, общественный деятель, блогер Вильгельм Маркентин. Здравствуй! Я всех приветствую. Ну что, начинается очень интересное время. Конечно, мы уже, наверное, там на протяжении нескольких месяцев об этом говорим, но оно все не заканчивается, и чем дальше, тем интересней. И вот одно из последних событий, которое вот должно как бы произойти, которого многие ожидают, что же там будет, к чему все готовятся, это, конечно же, вот тот самый, как бы в кавычках, ультиматум, который поставил Трамп, 50-дневный, да, вот до, получается, 3 сентября. И аккурат с этим мы видим вот беспрецедентные ограничения интернета, какие-то нововведения, законы. То есть такое ощущение, что все к чему-то готовятся, но пока еще это не слишком видно, да, то есть не слишком проявляется вот эта вот событийная история. Вильгельм, расскажи твое видение, как ты вообще видишь все происходящее в ближайшем будущем. Пожалуйста, тебе слово. Ну, во-первых, например, актер в президенты Америки Трамп, у него неделю назад было 50 дней, сегодня он сделал заявление, стало 10-12 дней. Ну, прям последнее заявление его было 10-12 дней, типа, а потом вводим вторичные санкции. Это официально у них. Ну, рынки там даже отреагировали, чуть-чуть нефть поднялась. Ну, а в целом, мне кажется, что у них есть какой-то сценарий базовый, как все это произойдет. Ну, потому что любые войны глобальные, они договорной характер носят. Но есть вот подобные заявления нелогичные, ну, которые мы не можем объяснить. Есть случайность, это закономерность более высокого порядка. Но мы не можем знать, что им диктует условное глобальное государство. А будущее, оно зависит даже не от них, от всех, а от коллективной воли человеков. Если мы существа свободные, если мы не объекты, а участники политического процесса, то от каждого зависит, как будет. Поэтому ответ правильный, я не знаю, как будет, но я могу вот предположить, что будет, если, скажем, люди будут все объектами и не станут участниками событий, а будут просто ждать, как барашки, что с ними будет. Вот я могу этот сценарий рассказать, как будет. Это и так понятно, ну, куда нас ведут. Ну это А если да. люди начнут проявлять волю, что тоже возможно, будущее будет меняться. От нас зависит конкретно. И чем больше вы имеете влияние на общество, тем больше зависит от вас жизнь современного человека в поствоенный период, вот, когда это все начнет заканчиваться и закончится. Вот эти все текущие ограничения жесткие, отключение интернета — это не только атаки беспилотников, это тестирование чебурнета. Они тестируют чебурнет на жесткие блокировки и принимают законы, которые позволят информационное поле контролировать им, ну, как по их задумке. То есть штрафы за поиск экстремистского контента нужны на случай развязывания третьей ядерной войны. Чтоб в какой-то момент вот либеральная мысль не пошатнула уверенность жителей России. Они сейчас, если их совсем не боятся, они совсем смешно выглядят в глазах русских. Сейчас никакой там блокировки жесткой нету, там нету жесткой блокировки Ютуба, ну, скажем, чтобы совсем. Ну, условно, представьте, там признают и там YouTube экстремистской организацией, и там всех блогеров, кто там на нем работает, начнут просто вязать. Ну, такого же нету пока. Нету. А хотя зетовская пропаганда на Ютубе, она свернута, он им для пропаганды вообще не нужен. Для чего нужен YouTube власти сейчас? Он не нужен из-за политического сегмента, он нужен из-за мультиков, и чтобы мамашки, это там несколько десятков миллионов, ну, мамашки с детишками маленькими, чтобы смотрели мультики и сильно не думали, чем им заняться, помимо просмотра мультиков с развлекательным контентом каким-то. Это 95% Ютуба, там, если не 98%. Вот для этого его полностью не заблочили. Ну, потому что, ну, в целом, как бы, кому надо было Ютубом пользоваться, люди продолжают. Сама блокировка только увеличила доходы блогеров.
Что их, кстати, изрядно разозлило, ну, саму власть. Что они вроде бы приняли закон жесткий, ограничили людям мысль определенную. Я не к либеральной мысли отношусь. Но сейчас, кстати, последнюю неделю, вот даже, наверное, две, как раз идут очень активные блокировки, и люди, даже которые там условно смотрят не политический, не какой-то там конспирологический контент, они тоже сталкиваются с вот этими ограничениями. То есть те средства обхода, которые ранее работали, сейчас вот у некоторых не работают. Ну да, они усиливают, варят лягушку. Ну в чем смысл? Если вы сразу блочите, то возможны беспорядки или какая-то мощная социальная реакция. А если вы потихонечку блочите, и умные и в Китае все сидят и с фаервол этот обходят спокойно. И умным вообще пофигу на китайское правительство в Китае. Они в основном уже, ну, многим пришлось свалить оттуда. И им там находят программные средства, которые вот и китайские власти не могут отследить. И спокойненько смотрят. Им важно, вот они постепенно повышают градус блокировок, чтобы потом условная блокировка WhatsApp не вызвала какой-то всплеск социального недовольства. Постепенное ухудшение для нас, для них это благо. А обвал, уровень такой, обвал информационного такого колпака для них достаточно опасен. Именно вот эта стратегия, что они так, они даже официально же не блокировали YouTube, они дурочку включают, что да вы знаете, просто YouTube там сервера не ставят, не обслуживает, и поэтому вы медленно смотрите. Ну, а официальная же позиция властей, ну, как бы, да нет, не блокируем, что-то у вас, вы там не вкладываетесь в инфраструктуру российскую, поэтому так все плохо. Ну, все понимают, да? Ну, умные люди же не дураки. Как-то вот так я это вижу. Мгм. Да, слушай, согласен с тобой. Но вот у тебя не было такого ощущения, что будто бы последний вот месяц, скажем, да, и вот плюс еще вот эти все законы, как раз, которые приняли в кавычках интересные, что как будто бы появилась у них какая-то инсайдерская информация, что нужно срочно с этим всем торопиться, да, потому что, как правило, у нас как это все обычно идет? Вроде не чешутся, там все нормально, стабильно, потом раз, резко целая волна вот таких вот репрессивных мер в отношении, так сказать, интернет-пространства. И вот такое ощущение, что сейчас прямо как будто подготовка. А у нас, кстати, вот мы сейчас с тобой, получается, 28 июля записываем интервью, а у нас традиционно же в августе всякие инциденты, да, в России происходят, если вспомнить там, да, историческую ретроспективу, там и дефолты всякие, да, и Черный прочее. вторник, 17 августа, 99-й, да. Да, да-да-да, и путчи августовские тоже 91-го года, и все вот это вот прочее. Нету ли такого ощущения, что вот август, сентябрь, что-то какие-то интересные черные лебеди к нам приплывут или прилетят? Нет ощущений, но ситуация существенно ухудшается экономическая. То есть вот проблема в чем? Можно революцию предсказывать по экономическим показателям настоящим. Ну, какую революцию не в смысле даже там какого-то бунта, а вот что-то вот, ну, совсем, элиты, им придется там что-то менять. Коллапс какой-то системный, да, получается, ты об Ну этом? да, но у нас нет статистики. Они демографическую засекретили, они основные показатели экономические либо искажают, либо засекретили тоже. И поэтому ты когда задаешь вопрос, а что это будет в августе-сентябре? Ну вот если бы я имел истинную статистику экспорта и импорта, они, ну, ее дают, ну, и вот если она правильная, значит угрозы никакой нет. Но угроза выше, чем год назад. Потому что экспорт, импорт, все равно экспорт пока преобладает, и при преобладающем экспорте не должно ничего серьезного быть в стране. Но этот коэффициент, он начал снижаться, то есть они импорт, понятное дело, что наращивать существенно не могут, но им нужен какой-то импорт в страну, в том числе, кстати, продовольствие. Мы в последние месяцы импортеры продовольствия. Это означает, что мы продаем продовольствие меньше, чем покупаем. Ну, в смысле, вернее, да, мы продаем меньше, чем покупаем продовольствие, продовольственных товаров, то, что мы кушаем. Это достаточно серьезный момент. Ну, скажем, если прям совсем какой-нибудь коллапс с урожаем будет, этот показатель, он еще ухудшится.
А они будут, естественно, все секретить, искажать, будут говорить, что у вас компактный урожай, а не катастрофически низкий урожай. Они будут говорить, что у вас медленное замедление экономики, а не экономический кризис. У нас экономическое падение идет, наверное, с лета 23-го примерно. То есть примерно 2 года уже экономический спад идет. Но это, нельзя об этом на 100% утверждать, потому что у нас статистики нет. А все, что у нас есть, Росстат, он искажает серьезно. Но одним из признаков искажений, является их смешная инфляция в 9,5 в 2024 году, когда она, очевидно, была выше на все, кроме, может быть, электроники, что не каждый день покупается. А товары повседневного спроса, там, еда, все подорожало процентов на 20, на 30, примерно, за год. И вот все эти вещи ухудшаются. Динамику мы точно знаем, что чем больше ракет производится, танков, снарядов, тем меньше производится подсолнечного масла. Вот это знаменитая диаграмма в экономической теории пушки против масла. Страна не может одновременно производить много оружия и много продовольствия. Это невозможно. Возможно это только в одной системе. Если у вас есть машиностроение мощное, которое позволяет увеличивать резко производительность труда. То есть каждый год открываются технологии, да, там все проще и проще производить промышленную продукцию, все легче внедрять современные технологии в сельского хозяйства, тогда, может быть, пушки против масла бы не так бы остро ощущалось. Оно бы тоже чувствовалось, но не так сильно. А у нас, представьте, там Великая Отечественная 41-45, Великая Отечественная спецоперация, у нас 22 и уже 25. И не пахнет концом. То есть по факту она, может быть, даже дольше будет, эта спецоперация, длиться, чем спецоперация в 41-45 годах делать против гитлеровского режима. И поэтому, ощущения у меня такие, они перестраховываются, им неохота терять. Мы же нефть, люди это нефть, живые особенно люди. Они не хотят терять контроль над обществом, и поэтому стараются в силу своего понимания, у них есть эта территория под контролем, администрация президента, там олигархи, они не хотят лишиться своей собственности. И они превентивные меры принимают, наверное, исходя из своего мировоззрения. Может быть, по указке цеха напрямую. Точно не знаю. Если бы я был в этом управлении, я бы рассказал бы, наверное. Или если бы успел. Там вот Дугин про это начал рассказывать у себя в блоге, что есть какая-то сила непонятная. Вроде бы мы типа суверены, а вот какие-то решения принимаются вообще непонятно кем. Либо они по указке это делают, либо сами, им дали право вот такие дебильные законы делать, которые только усугубят, естественно, ситуацию. И мой прогноз будет социально-экономический кризис, про который даже, возможно, вы и в СМИ не услышите. Сейчас он не социально-экономический, потому что социальных потрясений нету, люди хоть и недовольны, рейтинг власти падает, потому что холодильники все более пустыми становятся, электричество более дорогим, отопление более дорогим, все дорогое, инфраструктура ухудшается, коллапсы ежедневные. В любом городе есть коллапсы инфраструктурные, в том числе с мобильным интернетом, это сильно бьет по рейтингу власти. У них ситуация хуже, они поэтому гайки закручивают. А какие у них еще есть меры? Инструменты. У них есть инструмент, договориться, объяснить людям, что надо мириться с Украиной, несмотря на тяжелые потери. Мы цели спецоперации достигли, цели достигнуты, Украина денацифицирована, демилитаризирована, русские освобождены, и все закончить это все дело. И тогда лет там 10-15 экономика будет восстанавливаться с социальной сферой. Есть второй вариант, да, там Прибалтика, штурмы Варшавы, там Одессы и прочих. Это для человеческого капитала это катастрофично будет в любом случае.
при любом исходе военном. Даже если военная будет победа одержана, как в 45-м, потом нас будет ждать демографическая, ну, сейчас может уже катастрофа, а будет коллапс. Ну, уже вообще так. Лапки кверху наша цивилизация будет. Доживать свои последние столетия, наверное. Ну, я не знаю, а зависит все вот именно от людей полностью. Как люди решат, так и будет. Они, верхи ничего не решают, не будьте жертвами. Вы сами решаете там, идти в этом, участвовать или не участвовать, или наоборот стремиться помириться. Ну, то есть вот все делать, чтобы не злить украинскую сторону. И Слушай, а как ты думаешь, вот сейчас такая ситуация, да, вроде бы непростое время, и все ожидали, наверное, какого-то ощутимого снижения той же ключевой ставки, да, от Центрального банка, который, ну, понятно, кому прислуживает. И, значит, просто такая подачка. Был 21%, сейчас 18%, но это, по сути, ничто, ведь даже если мы в официальных каких-то источниках с тобой посмотрим, при какой процентной ставке экономика может более-менее как-то вытягивать и функционировать нормально. А это 4% точно, как минимум. Не, процентная ставка нормальная. Экономика не из-за процентной ставки загибается. Ну, что такое процентная ставка? У тебя есть реальная инфляция, ну, процентов 20 сейчас за год. Ну, от 20 до 30, а процентная ставка 18. Ну, с процентной ставкой все нормально. Это Экономика одна из самых высоких в мире. В других странах она гораздо ниже, в том числе в европейских. Смотри, если у тебя будет инфляция 60%, а учетная ставка 20, ну, процентов, но ты берешь условно под 20%, а у тебя деньги обесцениваются за год на 60. У нас также происходит. То есть вы берете там по 33%, ну, скажем, потребительский кредит, а у вас реальная ставка, ну, там от 10, там, ну, ну, как бы реальная получается там разница, там, ну, 10-15%. Ну, вы берете вот под 10% кредит. Ну, это много, но не катастрофически много. Причем полно там льготных кредитов отраслям, там, в том числе и ВПК, там, и сельхоз, там. Ну, есть кредиты льготные, где там ставка ниже, чем там 30%. Она ж как идет? Вот есть ставка рефинансирования, вот там 18. Ну, значит, типа некоторым уже дают под 20% годовых, ну, промышленным предприятиям кредит. И при реальной инфляции 20 они примерно могут поднять цены за год на 20% на свою продукцию. Там то на то и выходит. Но у нас проблема не за учетной ставки, я считаю. Она проблема, что если бы она была там 7%, то у нас бы была бы инфляция там не 20-30%, а 50%. В этом проблема. Ее поэтому и поднимали. Ну, я так это вижу. Просто на ней все концентрируются, но она не влияет фундаментально ни на что. Процентная ставка – это уже отражение текущей ситуации в экономике. А А что не основной источник вот этой вот проблемы инфляции, на твой взгляд? основной источник инфляции – это то, что строятся ракеты и стадионы. Это основное. То есть сначала строились стадионы, вот чемпионат мира по футболу, да, там несколько миллиардов долларов вбухали в объекты, которые прибыли не приносят. Зимняя Олимпиада, просто, ну, невыгодные инфраструктурные проекты. Ну, там условно, ну, фигурное катание в Сочи там не сильно популярно. Потом Это модная не, хворь, да, в 2020-м получается еще. да, источник инфляции, это модная хворь, она именно за счет действия правительства, она привела, ну, к следующему, то есть по всему миру останавливались производства принудительно, потребность в нефти падала, и у нас это повлияло, да, на инфляцию, потому что когда цены на энергоносители просели, то доходы сразу у бюджета падают, и как бы, ну, приходится печатать деньги иногда. А ты когда печатаешь деньги, там, ну, эмиссию осуществляешь, у тебя обесценивается национальная валюта. Фундаментальная проблема в чем? В том, что темпы роста заработной платы, они выше, чем темп роста производительности труда в стране. Это обозначает, что деньги будут обесцениваться. Вы же вот проблема в чем? Вот выходят там леваки, говорят, у нас там низкие зарплаты учителей, врачей там и так далее.
Но проблема в чем? Вы берете сумму услуг, оказанных в стране, и сумму произведенной продукции, а дальше вы раздаете фантики, за которые люди это покупают. И если у вас там 100 миллионов людей производят продукцию, которые могли производить 10, а остальные 90 высвободить там на освоение севера, например, ну, русского, условно, там еще каких-то проектов, тогда бы люди по-другому жили. И никогда не будут люди хорошо жить при низкой производительности труда, даже будучи чиновниками. Они могут хорошо жить только за счет коррупции, за счет взяток, за счет обогащения собственного, за счет коррумпированных схем, схематозов каких-то. И все должно крутиться. Но вот все очень просто. То есть, как поднимается производительность труда? Она поднимается интенсивным или экстенсивным путем. Интенсивный путь – это путь развития технологий. Да. Экстенсивный – это вы должны там больше работать. Тупо там рабочий день увеличить там до 15 часов, что, наверное, контрпродуктивно. Но значит логично, что если вы нормальная власть в своей стране, вы суверенное государство независимое, у вас есть класс элитариев, владеющие активами, но что вы делаете в первую очередь? Естественно, вы открываете заводы, которые строят промышленное оборудование для вот этих отраслей, которые должны эту производительность труда повышать. Ну, это в идеале, да, ты говоришь? Ну, конечно. Вот если вот вы Чемезов, и если вы независимый Чемезов, а если вы не часть, если вам цех не приказывает гасить это население там по полной и отуплять его, вы что делаете? Вы берете, делаете там, план развития машиностроения и говорите, что вот машиностроение – это мать всех отраслей промышленности. А я живу как раз в таком городе, который был промышленным центром Урала, Орск. У нас были там десятки, сотни предприятий промышленных, которые там в том числе производили сельскохозяйственные машины и оборудование, производили оборудование для нефтегазовой сферы, производили там, ЮМС там вообще уникальные какие-то установки делал, точечные, да. Есть серийное, массовое производство, а есть точечное. Там вот был предприятие, которое уникальные проекты реализовывало. Это высший пилотаж, там таких по пальцам пересчитать. Так они его и обанкротили, и распилили наполовину. Сейчас там обрубок этого ЮМСа работает, даже по-другому называется. ЮМС обанкротился, уничтожили никелевый комбинат, всего 2 никелевых комбината было. Никель – важное сырье для производства брони и разных тоже высокотехнологических продуктов никель нужен. Второй комбинат в стране угробили. Он был нерентабельным, условно, а на его замену ничего не сделали текущему. И так по всей стране. Но ты задайте вопрос, а как, могут люди лучше жить или нет, если мы живем в Белой Африке, или не могут? Ответ правильный – не могут. Не могут жить лучше. Каждый человек персонально еще может подняться за счет своего интеллекта, за счет своих золотых рук. Но в целом общество будет деградировать при такой власти, которая машиностроение не развивает. И если, есть еще другой путь. Если вы не можете, если у вас нет инженерной школы, которая, эту промышленность сможет построить, спроектировать если ее нет, она утрачена, ее надо заново строить тогда. Тогда, вы должны строить новые институты инженерные, завозить сюда преподавателей, платить им огромные деньги, каким-то длинным путем идти. Но этого тоже ничего не делается. Потом есть третий путь. Вы дружите со всеми странами мира, но вы Белая Африка. Но вы это оборудование тупо просто завозите. Завозите и на этих мощностях и параллельно подтягиваете инженерную школу свою, чтобы они смотрели, копировали. Завезли один станок, приехали инженера, скопировали его и попытаетесь такое же сделать, реализовать на другом заводе. Вы чего-то подобное видите у нас в стране, чтобы это делалось? Посмотрите они мы ругаемся со всеми. Китай нам, естественно, никакой не друг, поэтому он нам никаких заводов таких не строит, технологии не передает. По одной простой причине: они сами зависимы, им только эти технологии дали сверху и сказали, что с ними делать.
предельно зависимый тоже режим, так же, как и наш. Только если мы сырьевой придаток, а они промышленный придаток. Если они производят для мира продукцию, а мы поставляем сырье. И как бы, и вот, ну, чтобы не быть сырьевым придатком, они ж как, ну вот если в странах Ближнего Востока, там маленькое количество населения, там в Катаре, в Объединенных Арабских Эмиратах, там у них такая же деградация, как и у нас там. Они там, ну, по них тоже никакой там ближневосточной инженерной школы не осталось. Даже если она в древности была, ее сейчас нету тупо. То есть там, ну, скажем, менеджеров, управленцев у них нет. У них даже этого класса нету. Ну, то есть, ну, там маленькое количество населения, их можно просто прикормить и не париться. А у нас была целая русская цивилизация, там сотни миллионов людей русскоговорящих, русских, с какой-то определенной культурой. Их невозможно накормить на сырьевую ренту. И вот люди-то все говорят, давайте нам отчисления там за наши ресурсы, нам принадлежащими. Я тоже не считаю, что это правильно. Потому что это путь никуда, это путь деградации. Когда тебе все дают, тебе ничего не хочется делать. Ну, просто смотрите там. Вот когда вот если цены обвалятся на сырье серьезно, ну там, ну представьте, если бы нефть, вот если будет какой-то коллапс после войны там Третьей мировой, и остановятся заводы, там, если грохнется там электронная промышленность, это там сразу потом не восстановишь. Все это будет там, ну, нефть не будет нужна какое-то время. Вы офигеете, там, средневековье вернется, я думаю, там, вы до тут доехать не успеете посмотреть, как там просто звериные повадки все средневековые, все туда вернутся. У нас же немножко не так, но путем не тем страна пошла, я считаю. А страна должна идти путем одноэтажной России, и путем вот истинного суверенитета. А какой истинный суверенитет? Это когда вы можете отопить свое жилье, ну, то есть инфраструктуру должно государство для этого выстроить, нефтегазовую, и вы должны вырастить себе продукцию базовую, основную, которую вы едите. 100%. Для этого нужны теплицы и нужны вот эти нефтегазовые хабы, там газовые там хранилища, ну, в тех местах, где газопроводов нет. Вы где-то это видите, эти проекты? Ну, это же можно, да, строить заводы, создавать рабочие места под это. Нет, вы видите немного другое. Вы видите там новые строящиеся заводы беспилотников. Просто, ну, понятно же, если вот вы строите заводы беспилотников, то и ваши противники тоже строят заводы беспилотников и херачат вашу инфраструктуру. И Кстати, они, Артем, и они ее э, херачат. ты заметил, что вот помимо того, что происходит, да, как бы вот мы видим, что блокировки происходят, да, вот интернета точечные, где-то очень серьезные, но при этом, при всем развиваются, в принципе, другие технологии, да, там мы сейчас не говорим только лишь там про мессенджер Макс, да, который уже многие про него сказали, что он там будет отслеживаться постоянно 24/7, но мы в целом видим продвижение все равно цифровой повестки, да, вот что бы ни происходило, на это всегда деньги откуда-то волшебным способом находятся, да, то есть цифровизация тотальная, везде вот эти вот камеры, везде биометрическая идентификация. Вот как ты видишь в дальнейшем вот это все развитие вот этих технологий так называемых? Но я вижу это так. Как они их будут насаждать? Ну, алгоритм простой. Вот те элиты национальные, которые сейчас уничтожают свой средний класс, ну, в каждой стране сейчас уничтожает средний класс. В Америке, в Евросоюзе, в России, да везде. Где-то его вообще уже почти нету, а где-то его уничтожают активно. Через пандемии, там, войны. Бьют именно по среднему классу. Бедняки, они как жили плохо, так и живут в любой стране. Но в этом мире была прослойка среднего класса, которая классно жила. Нам не нужны там элитные развлечения, нам нужна свобода для творчества и свобода передвижения. Этого всего лишают через, ну, вот эти вот инструменты искусственно созданные. Фуфлодемии, там, которые уже акт основной прошел, будет еще. Как только стихнут боевые действия где-нибудь, они еще ее придумают.
Они что делают? Вот эта элита, она сама не понимает, что делает. Вот знаешь, я надеюсь, что кто-то вот с администрации президента там твой канал смотрит. Но у меня такое мнение: вы уничтожаете сами себя. То есть, мы как бы сук ваш. Ну, как бы простые люди, просто простые люди, без ресурсов финансовых, но с каким-то интеллектуальным капиталом скромным, накопленным. Вот мы сук, а вы сидите и его, этот сук, рубите, на котором сидите. Мы ваша нефть, мы вам платим налоги. Вы на эти налоги там, ну, как бы делаете ваши проекты, которые вы хотите. Ну, нужны другие проекты, вот про которые я говорил, а не такие, как куда они деньги пуляют. И что произойдет? Вот эта череда войн, этих фуфлодемий искусственно созданных. Люди в один момент поймут, что государство – это враг народа. Вообще везде. В Америке, в Евросоюзе, в России. И тогда, ну, вам будет не сдобровать, вас просто уничтожат. Ну, просто будет любой актив мировой олигархии, ну, любой там, он будет рассматриваться как вражеский. И что вы тогда сделаете? Вас никакое ЧВК не спасет. Никакое. Ну, по замыслу, наверное, вот в России все-таки найдется сила, которая эту деградацию остановит. Инфраструктурную, человеческую там. Вот настанет момент, когда они вот поймут, что надо машиностроение действительно развивать по-настоящему. Ну уж, простите, красть ученых, подкупать их там, завозить сюда, чтобы они все это строили, если у нас своих нету. Это все возможно. Так уже делали в прошлом. Так будет и в будущем, но только, наверное, если эти ребята, может, сообразят, что в той стране, в которой они сейчас живут, их же потом, эту элиту, будут уничтожать и делать глобальное государство. И вот тогда уже этот цифровой контроль по-настоящему они установят, мировой именно. Ну да, слушай, на самом деле здесь какая ситуация? То, что мы видим попытки какие-то интеграции в западную элиту, и некоторые представители, скажем так, у нас тоже, значит, элит внутренних, они как бы пытаются туда проникнуть. У кого-то это, кстати, неплохо получается, но это не говорит о том, что массово их туда собираются принимать. То есть, по сути, мы сегодня сталкиваемся с тем, что в разные времена, неважно вообще, какой это век, 21, 20, 19, у России, мне кажется, всего два союзника, да, это армия и флот, потому что даже сегодня, когда есть часть элиты, которая пытается интегрироваться туда, их там не особо-то принимают, то есть, да, их используют, они что-то делают, но по факту нету того, что они хотели бы, и вот это странно, вот как ты сказал, то, что, да, может быть, сейчас какой-то будет курс уже все-таки на нормализацию внутреннего климата каким-то образом, не знаю даже каким. Ну, таким надо политику менять, промышленную, экономическую политику, социальную политику, демографическую, все менять. А пока только лозунги. То есть они, ни одно их демографическое предложение не будет работать без деурбанизации и без построения нормальной инфраструктуры человеческой для размножения. Вот цинично. Давайте вот представим, что вот власти решили размножить своих подданных. Что вы будете делать? Ну, проект «Одноэтажная Россия». То есть, люди просто размножаются лучше, когда у них территория придомовая есть. На этой территории нужно кому-то работать. Значит, люди будут так себя вести, что вот там начнут появляться люди новые, которые будут эту землю обрабатывать, что-то с ней делать. А вы параллельно там выстроите инженерную школу, построите заводов, дадите технологии людям для обработки этой земли. Ну вот как? Ну это все лет 50 делается, конечно, не сразу. Но если вы хотите действительно демографического возрождения, вы должны людей из этих бетонных коробок с мегаполисов убрать. Ну просто возьмите там 1000 мегаполисов мировых. Ну просто 1000 мегаполисов первых. И в каждом посмотрите коэффициент рождаемости. Это же большинство населения Земли будет. И там с рождаемостью меньше 2 на семью. Ну, на женщину. Значит, это вырождение, ну, человеков в этом плане. И Россия не исключение. У них есть вся полная статистика по любому городу. Они могут взять наши 100 первых, ну, 100 городов, самых крупных российских, и посмотреть коэффициент рождаемости в этих городах.
И они, ну, просто ужаснуться можно, я думаю. Именно первые 100, там, я думаю, меньше ребенка уже будет на семью. Ну, там 0,95, скажем, будет какой-то Ну коэффициент, да. скорее всего. Ну, или там 1,1. Ну, суть такая, что это смерть нации. Да, на самом деле вот эти вот все, так сказать, результаты, которые мы видим, они не очень в позитивном ключе действуют на нас, да, на психику. И часть поэтому, мне кажется, в том числе скрывается в статистике, но рано или поздно, конечно же, все тайное становится явным. Как бы в принципе, так если посмотреть, люди-то видят, что вообще происходит. Да? То есть, например, я вижу в основном с детьми, это не молодые семьи, а в основном это люди, кому ну, далеко за 35, я думаю, так вот. Даже, возможно, за 40. Не, а И я тебе вопрос задам. А кто виноват, что статистику публиковать перестали? Я понимаю тему, скажем, ну, вы секретите статистику промышленного производства реального, да? Ну, сколько вы там снарядов произвели, там того, сего. Ну, это логично в условиях боевых действий. Но если вы секретите демографию и перестаете ее публиковать, что делает нация, которая не спит? Она задает вопросы сразу власти. Слушайте, что-то не то. Мы за вас проголосовали, а вы секретите статистику смертности. Что случилось-то? Почему так вот? На чем мы деньги тогда собираем? Мы же вот работаем, ну, налоги платим. Почему вот, ну, вот эта власть не организует нормальную техническую, социокультурную среду, где бы общество развивалось, где людей рождалось бы больше? Почему? Это вы просто вопросы им не задаете. Поэтому они делают с вами все, что угодно. Эти вопросы могут лидеры общественного мнения хотя бы поднять, что вот они. Ведь вот ты же понимаешь, что 90 там, процентов населения России, оно даже не знает, что эти показатели перестали публиковаться. А это ключевые вообще вещи. Они по органы ЗАГСа, там каждый населенный пункт отчитывается, сколько умерло, сколько там родилось. Это важнейший показатель для страны. Вот вы понимаете причинно-следственные связи, ну продолжайте быть объектом, вообще ничего не делайте. Ни с собой, ни со своим образом жизни, ни со своим образом работы, ни со своими образами мыслей. Просто там, ну, ютубчиком забиваете нормальным контентом себе время, что после работы или во время работы, или там перед работой. И просто идете спать, и дальше ничего не делаете. Ну, я согласен просто с Батраковым. Я не хочу вас там ни к чему призывать там или к стыду призывать. Просто я считаю, что Батраков абсолютно прав в этом плане. Вильгельм, что бы ты вот хотел в двух предложениях, буквально, как всегда, наша мини-рубрика «Пожелания здравого смысла». Что бы хотел пожелать зрителям? Занимайтесь тем, то, что вам нравится, что вы любите. У вас не должно быть так, что я ненавижу свою работу, но туда хожу. Ну, не должно так быть. Вы с ума сходите от этого. Занимайтесь именно любимым делом по-настоящему своим. И оно вам, ну, со временем будет деньги приносить. Или полюбите то дело, ну, которое вам, ну, вот вы можете новое увлечение себе найти, которое вам и доход принесет, там, токарное искусство, сварочное, там, или, ну, вот, комбайнером, если захотите стать, озолотитесь, наверное, потому что их сейчас не хватает. Механизатором сельскохозяйственной техники, перспективное направление. Мы же обязательно победим, сельское хозяйство будем поднимать, и они будут нужны. И будут нужны те, кто будет обучать механизаторов. То есть вот думайте, как бы смотрите перспективные направления. Вас пугают с зомбоящика, что искусственный интеллект вас вытеснит отовсюду. Не вытеснит отовсюду. Еще там сотни лет люди будут полезны друг другу и создавать что-то новое и преображать место, где вы живете. Просто с маленьких дел начинайте, делайте что-то по мелочи, что мир делает чуточку лучше. Мы же вот маленькие блогеры, у нас нет доступа к СМИ там каким-то. Мы вот на Да. какую-то узкую аудиторию что-то тоже пытаемся доброе вещать. Я вот трезвенник больше 20 лет, 23 года трезвости с половиной. Я пока 6. Да, ну ты ж, у тебя же резко изменилась жизнь. Резко, моментально. Вот, она у меня уже резко 23 года меняется. Это непрерывные изменения. Ну вот, например, ну просто банально там
42 года я чемпионом города стал по шахматам, по классическим у себя. Ну, то есть оно не деградирует тело на пятом десятке. Также в своей сфере вы можете достигать успехов и делать жизнь лучше. И свою, и окружение. Банально, если вы пить бросите, вы своих родственников перестанете мучить. Эта победа будет великая, большая будет победа, чем будильник до кого-то достучиться. Когда победа над собой персональная, она потом в итоге в победу нации вылезает. Потому что я считаю, что без отрезвления общества, без изменения типа питания нормального и изменения типа производства, типа проживания, позитивные изменения в этом мире, в нашем, невозможны. Вы не можете себя чувствовать счастливым в бетонной коробке, когда у нас минус 40 зимой и плюс 40 летом. Не 100%. можете. Мы не, 100%. да, мы не по тому пути пошли, по которому надо было. Это еще вот со сталинских времен не пошли, не по тому пути. Там урбанизация началась резкая. Это было неправильно. Да, может быть, мы были бы как Индия, но у нас было бы сейчас 300 миллионов человек. 300, 400, 500, возможно, было бы. Если бы вот по тому пути не пошли, по ложному, более чем 100 лет назад это все началось. А нам вот это расхлебывать, и это думаете, вот как, вот вы взяли, вышли, там что-то рассказали, и власть изменилась. Нет. Как только нация сама внутри начнет меняться, благодаря в том числе интеллектуальной элите, она не совпадает с политической нисколько сейчас, к сожалению. Тогда и власть, она либо верховная поменяется сама, либо она изменится на других. Другие люди потом 100%. будут принимать эти решения. Другая 100% государственная дума будет поддерживаю. и так далее. Ну что же, спасибо тебе большое за такой интересный обзор событий. Вот. И до новых встреч, конечно же. Всем пока. Подписывайтесь на мои ресурсы. Дорогие друзья, обязательно ставьте пальцы вверх, если диалог был для вас содержательным и интересным. Также не забывайте подписываться на Telegram и на Бастион. Ссылки на них вы найдете в первом закрепленном комментарии под видео. Берегите себя. Всем пока.